Что происходит, когда ты доверил машину в кривые руки? В общем, у нас такая ситуация. Приехал клиент, говорит, решил поменять распредвал дома. Это у нас К9К сименсовый, сценик. В общем, рассказываю ситуацию. Говорит, поменяли распредвал где-то в гараже и поменяли стаканчики. И собрали, стаканчики даже не регулировали, просто вот собрали, оставили. Сказали, что, мол, типа, ничего страшного, там, в принципе, средние размеры у всех, нормально ехать будет. Начали крутить стартером, не заводится. Мучили, крутили, не заводится машина. Притащили на шнурке сюда. Я снял ГРМ, потому что двигатель заклинил, говорю, давай попробуем на метки выставить. Смотрю, шестерни распредвала у нас, разумеется, шпонка минус. Я поставил новую шестерню здесь распредвала. Так, где тут фокус? Фокусируйся. Вот, тут шпоночка видно, новая. Старую, короче, сорвал. В общем, я выставил ГРМ, собрал все обратно. Завели, но троит. Человек выехал покататься, ну, типа он думал, что форсуночка, одно, другое, третье. Говорю, слушай, давай лучше голову снимать. В общем, решили не снимать головку. Кстати, что в итоге случилось, да? Человек выехал, прокатился немножко, покатался. И машина встала буквально километров, не знаю, может через 50. Просто перестала заводиться. Разумеется, были согнуты клапана, поэтому она притраивала. И просто оторвала эти клапана, и вот что произошло. И в итоге получается, что сейчас человек попал на ремонт капитальный полностью, потому что там поцарапало гильзы. Здесь у нас голову нужно варить, восстанавливать геометрию седел, седла надо. И еще надо молиться, чтобы не было трещины. Чтобы от этих ударов где-то в рубашку охлаждения не дало трещину. И вот на чем он сэкономил, что он у каких-то знакомых друзей поменял распредвал со стаканчиками. И сейчас попал на капитальный ремонт двигателя. И вы думаете, ему деньги кто-то вернет? Не вернет. Если это бы набуровил я, он бы ко мне приехал. Но так как это набуровили где-то в гараже, ему даже и предъявить нечего, потому что, ну, деньги не вернут. И плюс ко всему, кстати, тут еще минус одна форсунка, потому что распылитель с форсунки, короче, улетел. За счет того, что клапан ударил по нему, он еще будет форсунку менять, ну, то есть распылитель будем менять. Поэтому, ну, наверное, стоит призадуматься, стоит ли вообще в целом в гаражах делать машины. Или лучше сразу ехать там, где, ну, хотя бы есть с кого спросить.